Приветствую всех зрителей на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим систему воинских званий сухопутных сил вермахта времен Второй мировой войны. Рассмотрим, как выглядели погоны и знаки различия у различных родов войск. В вермахте не существовало единого звания для рядовых солдат, они именовались по специальности. Например, обычный пехотинец – шутце, сапер – пионир, артиллерист – канонир и так далее. Рядовые солдаты носили однотонные погоны темного сине-зеленого цвета. Нарукавных знаков различия не имели, а петлицы были одинаковыми для всех военнослужащих рядового и унтер-офицерского состава. Шутце, как правило, вооружались винтовкой карабинер 98К. Следующим по старшинству воинским званием в вермахте было обершутце. Погоны были такими же, но для отличия была предусмотрена нарукавная нашивка в виде круга диаметром 5 см с вышитой серебристой звездой. Вообще все солдаты рядового состава имели одинаковые погоны, а знаком различия служила нарукавная нашивка, носившаяся на левом рукаве чуть выше локтя. Звание обершутце присваивалось автоматически всем пехотинцам после прибытия молодого пополнения, ранее не служившего в армии. Это делалось для того, чтобы отличать опытных солдат от новобранцев. Третьим по старшинству званием было гефрейтор, что соответствовало ефрейтору в Красной армии и СС-штурману в войсках СС. Нарукавная нашивка имела форму равностороннего треугольника с длиной стороны 8,5 см. Две нижние стороны обшивались алюминиевым галуном. Гефрейтор по должности уже мог быть снайпером, разведчиком, телефонистом, вторым номером пулеметного расчета. Вообще количество гефрейторских должностей в вермахте было огромно. Гефрейтор с выслугой 6 лет в армии имел право добавить на нарукавную нашивку серебристую звезду. В остальном никаких отличий не было. Гефрейторы и обершутце вооружались в основном винтовками карабинера 98К, реже пистолетами. Например, пистолетами вооружались артиллеристы. Следующим званием в вермахте было обергефрейтор, которое не имело аналога в Красной армии и соответствовало СС-ротенфюреру в войсках СС. На нарукавную нашивку добавлялся второй ряд галуна. Обергефрейтор уже мог быть первым номером пулеметного расчета, радистом, водителем бронемашины, механиком-водителем танка, наводчиком орудия или квалифицированным снайпером. В некоторых случаях при нехватке кадров мог командовать стрелковым, пулеметным или минометным отделением, а это от 2 до 9 человек в подчинении. Последним званием рядового состава вермахта было штабсгефрейтор, которое не имело аналога ни в Красной армии, ни в войсках СС. На нарукавную нашивку помимо 2 галунов добавлялась серебристая звезда. Это звание в армии встречалось нечасто, поскольку опытному обергефрейтору, как правило, присваивался сразу унтер-офицерский чин. Штабсгефрейтором становились только если не хватало армейской грамотности или по причине политической неблагонадежности. Иногда до этого звания могли разжаловать унтер-офицера, допустившего серьезные упущения по службе. Следующее армейское звание, унтер-офицер, относится уже к унтер-офицерскому составу. Эквивалентом в Красной армии было звание младший сержант, а в войсках СС – унтершарфюрер. Главными знаками различия становятся погоны, а нарукавные нашивки больше не используются. Петлицы на воротнике снизу и спереди обшиваются серебристым галуном. Это отличительная черта всего унтер-офицерского состава. Погоны имеют те же размеры и расцветку, что и у солдат рядового состава, только со всех сторон, кроме нижней, обшиваются алюминиевым галуном. В зависимости от занимаемой должности унтер-офицер мог вооружаться как пистолет-пулеметом МП-40, так и винтовкой карабинер 98К. Унтер-офицеру полагалось командовать стрелковым отделением из 10 человек или танковым экипажем в танковых войсках. Седьмым по старшинству званием в вермахте было унтерфельдфебель, которое соответствовало сержанту в Красной армии и СС-шурфюреру в войсках СС.
Погоны обшивались алюминиевым галуном уже со всех сторон. Вооружение и число подчиненных солдат такое же, как и у унтер-офицера, поэтому долго останавливаться на нем не будем. На погонах фельдфебеля уже появляется первая серебристая звезда. Эквивалентным званием в Красной армии было старший сержант, а в войсках СС – обершарфюрер. Фельдфебель, как правило, вооружался пистолет-пулеметом МП-40. В случае нехватки кадров мог возглавить стрелковый взвод из 49 человек, но чаще был заместителем командира взвода. Следующее звание в вермахте – оберфельдфебель, соответствует старшине в Красной армии и СС-гауптшарфюреру в войсках СС. Погоны имеют аналогичную расцветку и обшивку. Только серебристых звезд становится две. Одна все так же размещается внизу погона, а другая вверху, у самой пуговицы. Оберфельдфебель мог командовать стрелковым взводом из 49 человек, вооружаясь пистолет-пулеметом МП-40. В танковых войсках, в случае нехватки кадров, мог возглавить полувзвод из 2 танков и 9 солдат. Вооружался пистолетом. Последним званием унтер-офицерского состава вермахта было штабсфельдфебель, которое примерно соответствовало старшине в Красной армии и СС-штурмшарфюреру в войсках СС. Оформление погонов без изменений, только добавляется еще одна серебристая звезда. 2 из них размещаются в нижней части погона, 3 вверху у самой пуговицы. Чаще всего штабсфельдфебель исполнял обязанности ротного или батальонного старшины. Эта должность называлась гауптфельдфебель. Однако не следует путать этот термин с воинским званием, как это делают некоторые историки. Гауптфельдфебель – это именно должность, поэтому погоны не имели никаких отличий. Исполняющий обязанности ротного старшины носил на обоих рукавах, на обшлагах, по 2 ряда алюминиевого галуна. Камераден, чтобы не терять связь со своими зрителями из-за блокировок YouTube, я создал канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, рисунки униформы и снаряжения солдат, редкие раскрашенные фото с подписью, познавательные книги и журналы, а также все видео, которые выходят на YouTube. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео. Теперь переходим к званиям младшего офицерского состава. Первым из них было лейтенант, эквивалентное лейтенанту в Красной армии и СС-унтерштурмфюреру в войсках СС. Поле погонов формировалось из 2 рядов двойного сутажного шнура серебристого цвета. Внутренний шнур был сложен пополам, образуя вместе своего сгиба петлю для пуговицы. Внешний шнур огибал внутренний. Лейтенанту полагалось командовать стрелковым взводом из 49 человек или танковым взводом из 4 танков и 19 солдат. Вооружался пистолетом и в ряде случаев дополнительно пистолет-пулеметом. Следующим по старшинству званием было оберлейтенант, аналог старшему лейтенанту в Красной армии и СС-оберштурмфюреру в войсках СС. Погоны имели аналогичное оформление, только добавлялась одна звезда золотистого цвета. Звезда могла размещаться как посередине погона, так и в нижней части. Оберлейтенант имел такое же вооружение и количество подчиненных, как и лейтенант. В случае нехватки кадров мог возглавить стрелковую роту из 190 человек. Последнее звание младшего офицерского состава – гауптман, аналог капитана в Красной армии и СС-гауптштурмфюрера в войсках СС. На погонах размещались 2 золотистые звезды. Гауптман вооружался пистолетом и пистолет-пулеметом МП-40. Имел транспорт для служебного пользования, верховую лошадь или автомобиль с шофером. Возглавлял стрелковую роту из 190 человек или танковую роту из 19 танков и 144 солдат, или артиллерийскую батарею из 4 орудий и 150 солдат. Следующее армейское звание майора относится уже к старшему офицерскому составу, так называемым штабс-офицерам. Эквивалентным званием в Красной армии также был майор, а в войсках СС – штурмбанфюрер. Погоны сплетались из тех же двойных сутажных шнуров серебристого цвета.
но имели другой, более сложный рисунок. Офицеры вермахта шутливо прозвали их «гусеницей». Майор вооружался пистолетом П-08 или П-38 и обеспечивался служебным транспортом с шофером. По штатам ему предписывалось командовать пехотным батальоном из 860 человек или танковым батальоном из 60-70 танков. Погоны оберст-лейтенанта имели аналогичный сплетенный рисунок, но содержали уже золотистую звезду по центру. Эквивалентным званием в Красной армии было подполковник, а в войсках СС – оберштурмбанфюрер. Оберст-лейтенант вооружался все тем же пистолетом и обеспечивался служебным транспортом с шофером. Ему предписывалось командовать пехотным батальоном, но в ряде случаев мог возглавить и пехотный полк из 3000 солдат. Последним по старшинству штабс-офицером в вермахте был оберст, эквивалент полковника в Красной армии, и СС-штандартенфюреру в войсках СС. Погоны имели аналогичное оформление, только звезд золотистого цвета было уже две. Оберст вооружался пистолетом и обеспечивался служебным транспортом с шофером. По штату ему полагалось командовать пехотным полком из 3000 человек или танковым полком из 120-150 танков. Прежде чем мы перейдем к обзору генеральского состава вермахта, предлагаю рассмотреть цвета различных родов войск, по-немецки Waffenfarbe. Германской армии для того, чтобы можно было легко определить, к какому роду войск относится военнослужащий, окантовку или подложку его погонов выкрашивали в тот или иной цвет. Это касалось рядовых солдат и офицеров. А у генералов цвет подложки был только красным. У обычной пехоты цвет окантовки и подложки был белым. У танковых войск – розовый, у артиллерии, в том числе самоходный и зенитный – алый, у саперных частей – черный, у кавалерийских частей – золотисто-желтый, у полевой жандармерии – оранжевый, у горно-егерских войск – светло-зеленый, у автотранспортных частей – светло-синий, у подразделений связи – лимонно-желтый, не следует путать с расцветкой кавалерии. У мотопехотных частей – травянисто-зеленый, не следует путать с расцветкой горных стрелков. У санитарных частей – васильково-синий, не следует путать с расцветкой автотранспортных частей. Теперь рассмотрим знаки различия генеральского состава. У генерал-майора погоны были без звезд и имели схожий рисунок с погонами штабс-офицеров. Однако сутажный шнур был не двойным, а тройным, при этом крайние пряди были золотистыми. Плетение было крупнее, поэтому петель на каждой стороне было всего 4. Генерал-майору полагалось командовать пехотной, моторизированной, танковой, горнострелковой или кавалерийской дивизией, а это около 15 тысяч-17 тысяч солдат. Эквивалентным званием в Красной армии было также генерал-майор, а в войсках СС – бригадерфюрер. Следующим генеральским званием было генерал-лейтенант. Погоны имели аналогичный рисунок и расцветку, только по центру добавлялась крупная звезда серебристого цвета. Генерал-лейтенант имел для самозащиты пистолет, а для передвижения служебный транспорт, и часто не один. Например, Хайнц Гудериан, помимо комфортабельного легкового автомобиля, любил передвигаться на радиоофицированном бронетранспортере. Генерал-лейтенант командовал дивизией или армейским корпусом, состоящим из 2-3 дивизий, а это около 35 тысяч-45 тысяч человек. Эквивалентным званием в Красной армии было генерал-лейтенант, а в войсках СС – группенфюрер. Следующим армейским званием было генерал рода войск. На погонах уже красуются 2 серебристых звезды. Генерал рода войск командовал, как правило, армейским моторизированным или танковым корпусом из 3-4 дивизий, а это около 45 тысяч-60 тысяч человек. Вооружение и полагающийся транспорт были аналогичными. Эквивалентным званием в Красной армии было генерал-полковник, а в войсках СС – обергруппенфюрер. Последнее по старшинству воинское звание в вермахте – генерал-оберст. На погонах размещалось 3 серебристых звезды, 2 в нижней части и 1 в верхней. Генерал-оберсту полагалось командовать армией из 2-3 корпусов, а это около 90 тысяч-140 тысяч человек. Соответствующим званием в Красной армии было генерал армии, а не генерал-полковник, как кто-то мог подумать из дословного перевода. Эквивалентным званием в войсках СС было оберстгруппенфюрер,
Высшим армейским званием в вермахте было генерал-фельдмаршал, аналог маршалу Советского Союза в Красной армии. Погоны имели такое же оформление, как и у генералов рангом ниже, только вместо серебристых звезд размещалось 2 скрещенных жезла. Генерал-фельдмаршалу полагалось командовать группой армий, а это около 300 000–500 000 солдат. Думаю, все узнали на слайде Эриха фон Манштейна с золотым щитом за взятие Крыма и Севастополя. Если вам понравилось это видео, не поленитесь оценить его лайком и написать 2-3 осмысленных комментария. Это очень сильно помогает в продвижении видео на YouTube. Также рекомендую посмотреть отдельные ролики про систему воинских званий в Люфтваффе и Waffen-СС. Спасибо за внимание.